Всем доброго дня! Тема Шантифлекс продолжается. У меня есть хорошие новости. Из крема Шантифлекс получаются идеальные кружева. Нужно добавить всего 2 ингредиента. Для тех, кто не в курсе, я недавно делала уникальный стабильный крем Шантифлекс. Декор из этого крема не тает и не деформируется в жару. Как всегда, вся нужная информация будет еще под видео в описании. Нам нужно 50 грамм готового крема Шантифлекс. Его нужно немного нагреть, чтобы он был более-менее эластичным. Добавляем туда же буквально щепотку СМС и сироп глюкозы, буквально пол чайной ложки. Сироп глюкозы можно заменить инвертным сиропом или патокой, а также инвертный сироп можно сделать дома. Нам понадобится всего 2 минутки, чтобы приготовить гибкий айсинг высокого качества. Вымешиваем эту смесь буквально минутку-две, не больше. Если он у вас все равно очень плотный, тогда можно к этой порции добавить пол чайной ложки горячей воды и хорошенько вымешать миксером. Посмотрите по консистенции. Эта смесь выглядит точно как высококачественный гибкий айсинг. Оно такое вязкое, немного тянется, хорошо держится на лопатке. Все, гибкий айсинг у нас готов. И теперь можно делать любые кружева. Смотрите, я специально ничего не вырезала, чтобы было видно на видео, как оно легко накладывается. Все пустоты на узоре заполняются 100% и не оставляет за собой никакой тонкой пленки. Заполняется силиконовый коврик также очень быстро, буквально 15-20 секунд, и все готово. Теперь нужно поставить это кружево на высыхание. Сушить можно либо в духовке, так быстрее будет, или можно просто оставить при комнатной температуре. Вот посмотрите вблизи, как все четко легло. Чтобы остальной гибкий айсинг не высыхал, его нужно поместить в какую-нибудь емкость и обязательно накрыть пленкой либо крышечкой и поставить в холодильник. Таким образом он не потеряет свои рабочие качества. В холодильнике можно хранить 5 дней в таком состоянии. Или можно заморозить. Ну что ж, кружева мои подсохли. Я сушила в духовке 20 минут при 40 градусах. И часик полежал при комнатной температуре 26 градусов. Сейчас посмотрим, как он снимается. Посмотрите, снимается отлично. Очень легко. Я стараюсь аккуратно, потому что еще не знаю, как себя ведет это кружево из этого айсинга. У этого гибкого айсинга есть еще большой плюс. Он высыхает равномерно и не расположен к пересушиванию, как это бывает с другими гибкими айсингами. Иногда уголки более сухие, середина более влажная. Тут все равномерно высыхает. Вот, посмотрите, какое классное кружево получилось из этого гибкого айсинга. Рисунок четкий, пленки нету. Кружево такое плотненькое, хорошо держится, и одновременно оно такое гибкое, не тянется, как бывает с другими гибкими айсингами. У меня такое было. Теперь у нас есть еще дополнительная информация, как пользоваться кремом Шантифлекс. Как мы убедились, из него можно делать еще и гибкий айсинг. Надеюсь, что это видео будет тоже вам полезным. Если будут вопросы, пишите в комментариях. На этом пока все. До новой встречи!